Всем добрый день, с вами Alexander Game, и сегодня я вам покажу, как, используя лишь одну фишку, можно круто оптимизировать свою игру Roblox Studio. Ну что ж, давайте начнем. Вы, скорее всего, добавляли или будете добавлять в свою игру 3D модели, которая в Roblox Studio называется Mesh. Каждая 3D модель имеет грани, или же triangles. И чем больше граней, тем больше нагрузка на саму игру. Из-за этого могут происходить лаги, и даже игра может просто зависнуть. Но есть очень простой способ это исправить. 3D модели можно скачать на разных сайтах, но лично я использую Sketchfab, потому что он один из популярных. Итак, скачиваем нашу 3D модель. Один из форматов 3D модели, который поддерживает Roblox Studio, это FBX, поэтому скачиваем именно его. Наша 3D модель скачалась, и теперь мы ее открываем и вытаскиваем нужные нам файлы. Это сама модель, и давайте еще текстуру нужно. Да, вот она. Данную 3D модель я переименовал, чтобы было понятно, что здесь 5000 граней. Теперь нам нужно перейти в Blender 3D. Если что, сам Blender 3D абсолютно бесплатный, поэтому не переживайте, вы можете пользоваться им бесплатно в полной мере. Теперь импортируем наш файл. Импорт. И вот у нас. Далее мы нажимаем на него, переходим сюда, Add Modifier, Decimate, и здесь мы видим точное количество граней. Именно они в больших количествах могут создавать абсолютно ненужные лаги. И как же это исправить? Передвигая данный параметр, мы можем уменьшать количество граней. Но здесь стоит учитывать, что при уменьшении граней 3D модель деформируется. Поэтому слишком много убирать нежелательно. Ну, по крайней мере, в моем случае. В принципе, можно поставить вот такой вот показатель, и деформации лично я вообще не вижу. Но я поступлю по-другому и уменьшу количество граней ровно наполовину. Так, мы можем видеть то, что в этих местах наша 3D модель немножко деформировалась, но хочу отметить то, что добавив сюда текстуры, эти деформации будут абсолютно не видны для обычного игрока. Поэтому ничего страшного, так оставляем. Нам осталось лишь экспортировать данную 3D модель. Экспортируем в ту же папку, что и первую 3D модель. И уже здесь мы можем увидеть, что размер второй модели меньше, чем первый. А теперь мы добавляем нашу первую модель в наш Place. Заходим в View, открываем Asset Manager, модели и выбираем нашу первую модель. Ну и теперь давайте немного уменьшим размер нашей модели. Думаю, сойдет. А теперь давайте сделаем много дубликатов нашей модели. 12 щитов. Ну вот у меня уже Roblox просто еле живой. Ну давайте попробуем сыграть. Ну и, как вы можете видеть, лаги довольно сильные. Особенно если камеру поставить далеко. Ну да, ну понятно, 12 тысяч это довольно немало.
Ну, если камеру вот так вот сделать, то, в принципе, еще терпимо. Но все равно, как вы можете видеть, лаги присутствуют, что довольно неприятно. А сейчас мы проделаем те же самые действия, только уже со второй моделью. Так, ну все, я сделал то же самое количество. И давайте проверять, есть ли разница между первым плейсом и вторым плейсом. Так, ну лаги есть, но по моему ощущению поменьше, чем в первом плейсе. Да, у меня как бы лагает в основном мышка. Персонаж вроде нормально. Да, персонаж практически не лагает. Ну, лаги все равно есть. Но, опять же, они менее выражены, чем в первом плейсе. Так, ну давайте немного покрутим камерой. Нет, ну здесь определенно получше, чем было до этого. На некоторых моделях грани можно уменьшать даже раз в 10, и особых деформаций не будет. Они будут абсолютно незаметны. Поэтому это еще не предел. Ну что ж, дорогие зрители, если вам понравился мой видеоролик, если он вам помог, если все было понятно, то буду благодарен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, потому что я стараюсь выпускать интересные и информативные видео. Всем хорошего дня, удачи и пока!